Меня зовут Марианна Баконина, я тележурналист, телевизионный комментатор. В новостях я уже много-много-много лет, а по образованию я востоковед и закончила как раз кафедру истории Ближнего Востока нашего Восточного факультета. Поэтому Ближний Восток и Ливия, которые здесь, они для меня, в общем, не чужие, тем более, что я целый год с мужем, который там работал переводчиком на авиабазе, в Ливии прожила, поэтому вот это конкретно, вот этот проект, он для меня не только вот новостейный, но и личный. Проект, конечно, стильный, очень изящный. Сделано красиво и построено на контрапункте, когда сообщение о том, что силы сторонников Каддафи убили 7 повстанцев и ранили 65 во время контратаки в Злитане, в 100 милях к востоку от Триполи, а потом идет тут же, и это такой городской пейзаж при этом. И тут же опровержение этой новости, что повстанцы уверяют, что они отразили атаку прокаддафиевских сил в районе Злитана, что опровергает сообщение правительства о победе. Ее на самом деле, вот это видно, это чувствуется, что ее вот это вот спокойствие, да, каких-то осенних скверов, осень тут, по-моему, вот это противоречие между тем, о чем она читает в новостях и что она видит вокруг, кажется абсолютно немыслимым и невыносимым, и непредставимым. И вряд ли бы она действительно это представила, если бы не вот такая личная вовлеченность. Вот чувствуется, что действительно это абсолютно новые названия, что такое Мисурата, что такое Бенгази, что такое Триполи. Это абсолютно вот была такая до того табула раса. И вдруг человек для себя открывает вот этот мир, который на его глазах погружается в войну. Это тоже очень видно и чувствуется, что поначалу какие-то более или менее мирные сводки такие, ну, вроде столкновения, но еще не что-то, а потом уже и массированные бомбардировки, и обстрелы, и охота вот на того лидера, которому недавно поклонялись. То есть, ну, это действительно такая динамика, такое развитие присутствует на фоне романтических ожиданий, которые, кстати, счастливый конец – это хорошо, это вселяет надежду, потому что книга, как я понимаю, создавалась в 2011 году, и тогда для автора открытием стало, что вот где-то идет вот эта вот страшная война, на которой может пострадать и она тоже, хоть и опосредованно, но потеряв близкого человека. А уже через 3 года мы здесь, в России, например, столкнулись с тем, что война может оказаться вот тут совсем рядом. Но если говорить, судя по тому, вот, какие новости отбирал автор книги, она смотрела наши федеральные каналы, и здесь новости отбираются по принципу, ну, знаете, есть такая циничная шутка Татьяны Митковой, еще начало 90-х, мы работаем от 3 трупов и 2 детских. Шутка циничная, но в ней много правды. То есть на самом деле сконцентрированность новостей на той или иной войне определяется расстоянием и количеством жертв. То есть, грубо говоря, даже это европейские новости тоже, это не только вот наши российские такие циничные, это везде так. Американские новости ровно такие же. И, скажем, там 1000 убитых в Руанде, это для новостей меньший информационный повод, чем, например, там, 50 убитых в Югославии, предположим. Да? Ну, я условно упоминаю войны, которые были. Тот факт, что сейчас страшная, ну, очень много страшной картинки сейчас. И страшная картинка была из той же Ливии. Совершенно кошмарные картинки приходят иногда из Сирии. Я уже не говорю про Африку, там иногда, хотя это реже показывают, но тем не менее. Картинки привыкают. И если вы посмотрите, ну, вспомните хотя бы историю кино, да, когда народ в ужасе вскакивал, когда на него ехал черно-белый без звука поезд в первом фильме «Братьев Люмьеры», народ был в полной панике, что нас сейчас задавят, да, и какие сейчас нужны Голливуду спецэффекты, чтобы потрясти воображение зрителя. С документальной картинкой ровно то же самое, это просто так, мы ничего с этим не можем поделать, мы не можем сказать, хорошо это или плохо, это просто так. Я здесь увидела шок, некий шок от, ну, в общем, девушки, выросшей в большом мегаполисе, в благополучном окружении, в мирное время, без особых лишений. И сама мысль показалась, что она может потерять возлюбленного вот сейчас и здесь, потому что где-то война, ее
повергла, ну, в общем, разрушила даже фактически. И вот сами вот то, что по фотографиям, если судить, сопровождаемым сообщениями вот этими новостейными, это скорее не демонстрация войны, а демонстрация, как далеки мы от войны, пока она не стала для нас личной, даже если война очень близко.